Всем доброго времени суток. Попала мне в руки сборка и видеокарта от GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт, которая ушла в рабочий ПК. Говорил, что проведу тест сборки, получив видеокарту, но такая же в этой сборке уже была, тесты есть на канале, ссылка будет в конечной заставке. Так вот, давайте посмотрим, на что эта сборка способна, а на железо, что тут участвует, ссылки на покупку оставлю в описании. Была задача перекинуть содержимое из одного корпуса, причем должен заметить хорошего корпуса, в другой корпус. И пока я переношу, все расскажу о железе, что в нем находилось, и оно тут довольно неплохое. Сердце сборки это процессор i5-3470 на сокете 1155 и с ядром Ivy Bridge. Это уже третье поколение, с частотой в 3,2 ГГц, в бусте 3,6 ГГц и количеством ядер и потоков по 4. Материнская плата от фирмы Asus P8H61M LX3 имеет два слота под оперативную память и максимально может держать до 16 ГБ с частотой 1333 МГц. А вот процессор держит до 32 ГБ с частотой 1600 МГц. Также на плате имеется само собой PCI-Express X16 и еще один PCI-Express X1. Сзади 4 USB 2.0, 2 PS2, VGA, Ethernet и звук 7.1 на основе VA-VT1708S. 4 SATA портов, 3+1 фаз питания и в принципе все. Материнка офисная, для каких-то сверхзадач не предназначалась, а комп собирается для офиса. В перерывах работы и поиграть, чтобы чуть можно было. Оперативная память одна планка на 8 гигабайт от фирмы Patriot, частотой в 1333 МГц. Вот как раз и посмотрим на одноканал. Жесткий диск на 500 гигабайт, охлаждение на процессор Titan с медным пятачком и блок питания я заменил, стоял от PowerMan на 450 Вт. Пришлось его заменить, так как дросели издавали дикий писк, невозможно было это слышать. Заменил на FSP, модели не помню, но также на 450 Вт. Ну и корпус от Inwin мне нравился больше, но от него отказались в пользу No Name для Micro ATX. С трудом все уместил и установил вентилятор на 80 мм на заднюю панель на выдув. В общем, получилось, что получилось, и теперь настало время для тестирования системы. Начну с бенчмарков и закончу играми. Итак, первым будет тест производительности процессора в программе Cinebench R15. Его старший брат i5-3570 выдавал 506, а этот 451 очков, что довольно ощутимо. Теперь посмотрим, на что способна карта в этой конфигурации. Программа FarmArk, разрешение Full HD и результат 2510 points. Это уже нормальный результат. С синтетикой закончим и переходим к играм. И пусть первой игрой будет CSGO. Разрешение Full HD, настройки автоматически на высоких.
Процессор и видеокарта в полную не нагружаются, а число кадров в основном за 100, с просадками не ниже 80. Следующая игра Far Cry 5. Разрешение все так же Full HD, настройки на низких, игра ест видеопамять, а оперативной и так впритык. И процессор уперся в 100%, а карта на 97-98%. По правде говоря, ожидал от процессора немного лучшего результата. И все же 48 минимум, 55 в среднем и 62 максимальный FPS. А я перехожу к Just Cause 3. Настройки на средне-высоких, со всем, что можно было включить, и разрешение Full HD. Тут уже карта нагружена на 95-97%, процессор менее чем на 80%, при этом число кадров в районе 40-50 до 60 редко, просадки ниже 35 не наблюдал. Теперь настоящее испытание и игра PUBG. Разрешение все так же, настройки на средних, резкость и размытие отключено, настройки эти стояли по умолчанию. С парашюта FPS начинается с 78 кадров, и чем ближе к земле, тем ниже число кадров. Есть фрезы и микрофрезы, в основном же 60-70 кадров, посадки до 50. Ну а теперь, на мой взгляд, одна из самых оптимизированных игр World of Tanks. Настройки на максимальных, разрешение все тоже Full HD. Можно наблюдать отличный результат от 80 до 100 кадров с просадками до 75. Никаких фризов нет вообще, играть очень комфортно. Ну и последняя игра, которую также просят протестировать, это Warface. Разрешение поднял до 1920 на 1080, то есть Full HD, настройки на высоких. Я пока оставлю вас без мониторинга, чтобы вы написали в комментариях, какой на ваш взгляд FPS, только не подглядывая, и ставить на паузу не обязательно. Отвечу сразу же на вопрос, почему именно эти игры. Да потому что они у меня есть в библиотеке игр, другие купить денег нет, да и закачивать все времени тоже нет, к сожалению.
Надеюсь, вы написали ваше мнение по поводу количества кадров, а результат 80-100 кадров, без намека на фризы с минимальным не ниже 75. Вот в принципе и все. Вот такая сборка проходила тест у меня сегодня. Хотя собиралась с картой GTX 1060 на 6 гигабайт. Вы же понимаете, что это вообще было бы чересчур для нее. А вот если камень заменить на i7-3770 или его серверный аналог, то сборка была бы топ. Но тогда и оперативку надо было бы добавить. Но это уже совсем другая история. Напоминаю, друзья, при покупках с AliExpress не забывайте про кэшбэк-сервисы EPN и Letyshops. Можно сэкономить и накопить на что-нибудь еще. Буду рад за подписку на канал, естественно за лайк, ну или дизлайк, это уже на ваше усмотрение. Если подписались, жмите и на колокольчик. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.